Чем манит Эльбрус? Почему сюда постоянно хочется ехать? Я не знаю. Это очень для меня сложно. То есть, почему я не поехал, допустим, в какой-то другой регион, хотя и была такая возможность. Эльбрус летом и зимой — это два совершенно вообще разных мира. Зима — это вот прям сноуборд, все белое, белоснежное, все везде ковром застелено. И я думал, это максимально красиво. Ничего подобного. Даже местные жители, многие говорят то, что летом Эльбрус, он еще краше. Вот эти все горы. Захотел — в снег поднялся по канатке, да, захотел — спустился. Кипишные регионы, еще что-то. Все это бред. Давным-давно уже здесь все спокойно. Езжу с удовольствием. И в этот раз даже вот семью с собой взял. Ехать до Эльбруса с Пятигорска 3 часа. Нам еще 2:20 ехать. Приедем в ночь, останавливаемся прям в Азау долине. Это уже при Эльбрусе, это уже сам Эльбрус, короче, идет. То есть мы с гостиницы выходим и прям вот уже канатка, подъем на саму гору. Пятки не отрываются. Здорово еще раз. Пришло время немного поговорить о том, где мы в этот раз остановились, потому что очень часто спрашиваете после первой поездки на Эльбрус, да и вообще, в принципе, во время всех поездок спрашиваете, что, где, как, зачем, что по баблу и так далее. Сейчас июль месяц, значит, остановились мы в гостинице Антау. Это еще ближе к подножию Эльбруса, чем мы в тот раз останавливались. Значит, номер, сразу скажу, здесь стоит на данный момент 4800 на двоих. По поводу еды, завтрак включен. Номера все то же самое. Все, как я и говорил в тот раз, абсолютно все под копирку. Здесь, конечно, пободрее номера. Вопросов нет. И кровать, и вообще, в принципе, обстановка и так далее. Но, повторюсь еще раз, это дело вкусовщины, это дело каждого. В первую очередь выбирайте места там, где вам комфортно добираться до тех точек, которые вы распланировали в вашем графике. Что касаемо еды, есть в принципе, я не удивлен, что здесь делают только завтрак, по одной простой причине, потому что ты просто на весь день уходишь, ты не бываешь в номере. Конечно, каждый отдыхает по-разному, кто-то под пивандепло, кто-то еще под что-то. Здесь ты просто ночуешь, помылся, переночевал, уехал. Все, то есть тебя нет, ни видно, ни слышно. Отдыхайте, кайфуйте, ну и выбирайте место по кайфу. Обстановка по кайфу. Мы с тобою там что-то там кайфуем. У тебя такой же вид из окна? У кого такой же? Плюс поставьте. Короче, собираемся, ребят. Сейчас все расскажем. Вываливаемся из номера. Время где-то 9 утра. Позавтракали. Огромное спасибо. Прям четенько. Завтрак, перекусили. Все, зарядочку сделали. Сейчас двигаем. Смотреть красоту. Водопад Эльбруса. Одежда альпиниста. Чек. А что каждый затупочка? Найс! Так, ну что ж, дорогие друзья, основной день, основные поездки и основные картинки и виды. Прямо сегодня и прямо сейчас мы вместе, здорово, Леха зовут, Ибрагим. Мы вместе с Ибрагимом поедем на водопад Девичьи Косы. Что мы там увидим? Что вообще там? Чем он там? Почему именно туда? Вот скажи. Там водопад находится на самой горе Терскол. Он в высоту 30 метров, в ширину 18. По пути к нему мы увидим ледник Семерку, ледник Когутай, саму гору Когутай, малый, большой. Гору Чигет увидим. С высоты можно будет увидеть поляну Азау. В общем,
увидим всю красоту, Да. которая только возможна с одного только места. Слушай, почему я заметил здесь все гиды, все вот эти движухи именно вот на этих тачках? Объясни, почему. И, во-первых, расскажи вообще немножко про машину. Почему именно вот такой выбор? Ну, УАЗик это такая машина, которая не по знаю. горам ездит. Здесь все приспособлено к горам. Мосты, коробка, раздатка, пониженная скорость. Я смотрю, она у тебя и крыша откидывается, да, и все. Да, это еще во время СССР они не выпускали с закрытыми крышами. Первое время выпускали только тентованные УАЗики. Я понял. Слушай, ну, я думаю, тачка не подведет, потому что она, в принципе, для этого и создана. Погнали, ребят. Надеюсь, будет интересно. Поехали. А ведь отдав тысяч, наверное, 30, ты можешь увидеть все это. Каких-то 30 тысяч, наверное, с перелетом, с переездом, с отелем. Просто подняться и посмотреть на все это. А на самом деле поднять надо просто свою жопу. И не искать проблем. Все возможно. И одна из крутейших достопримечательностей, которые расположены прямо рядом с нашим отелем, называется водопад Девичьи Косы. Здесь яки, коровы, козы. Все вместе смешалось. Орел просто пролетел вот такими вот глазами на меня посмотрел. Говорит: братан, ты в правильное место приехал. Посмотри, пожалуйста, 6 километров подъем, ну и либо на машине. Либо на машине. Да. Либо на машине. Ну, либо, короче, смотри, до водопад втыкай. Поехали. Ребята, ну вот мы и вернулись с поездки. Прокатились по бездорожью, получили уйму эмоций. Малой, что тебе больше всего понравилось? Мне все понравилось, все красиво. Мне А больше всего что? ледник и водопад. А больше? Как мы поднимались на горы. Обеденное время, самый чил расслабон. Знаешь, такой ветерочек прохладненький. Поэтому я в худаке, если что, не удивляйтесь, здесь все так же ходят. Вот сейчас кто будет подниматься. Но при этом температура на самом деле так прохладно, кайфово, короче. Вот, второй год подряд, ребят, я в тот раз, когда мы приезжали на Эльбрус, забыл поблагодарить человека. Вот это заведение, это наш подписчик. И, короче, остренький.
как папа любит. Вот, и второе, короче, есть заведение в Нальчике, близкие рядом называется. Пацаны, тоже огромный привет. Подписоту всегда рад поддержать, так что приятного всем аппетита и перед подъемом, наверное, в самое красивое панорамное место. Ну, сам Бог велел подкрепиться, так что всем приятно. Сейчас, папа. Сейчас я покажу, как надо. Миш, ну давай, что, там давай. идет, нет? Да. Кусай. Аня сейчас знаешь, что скажет? Что? Ты ж худеешь. А вы знаете, сколько здесь калорий? Свыше 2000. Вылетает просто вот так вот. Это где 2000 калорий? Где? Ну, за все время, то, что мы ходим, ты посмотри на эти. А, сожгли? Конечно. Я думал, в бургере. Да не в ней, а подожди. Ну, сейчас. давай. Ну ты начинаешь. Ну скажи что-нибудь. Ну а что тебе сказать? Ты хочешь есть вообще? Я очень хочу, Ну да. ты не будешь, надо что-нибудь Очень, еще сказать. очень жестко хочу. Понимаешь, прям вот очень жестко. Еще знаешь, картошечка вот эта вот, прям вот она. Солененько, хрустит. Так. Ты с крупниками берешь? Две котлеточки родной, две, День понимаешь? мясных, как говорится. Да, котлеты уже гриль. одни были. Закрылись. Осуждаю. А осудить не могу. Ну давай. Ну что, хлопнул бургер? За здоровье, ёпта! Ребята, станция Мир. 3500 над уровнем моря. Выше подниматься не стали. Все, что хотим, покажем. Кадры с коптера. Короче, вот ледник. И вон моя цель. Ребята, Эльбрус, который я хочу пройти полноценно, как положено, забраться и покорить эту гору. Инсайды. Я знаю, что многие из вас ждут заброшки. Я знаю, что многие из вас ждут какой-то зимний движовый контент. Ребят, давайте так. Видос наберет. Сорян, если что, здесь 3 градуса. Просто держу в курсе. Короче, если видос набирает 50к лосей, 50 тысяч лайков, я буду знать, что вам это интересно. Приедем сюда зимой. Мы добазарились с такими местами сейчас. Это гроты, это 2 пещеры, это заброшенные места, не буду спойлерить какие, в которых мы прям проведем ночь. И это будет не то чтобы эксклюзив, это будет пушка-гонка, потому что там даже, ребят, ничего придумывать не надо. Там целая история у этих мест. История просто потрясающая и очень стрёмная, очень опасная. Ребят, чтоб мне завтыкать, какие-то важные моменты на канале, движники, все остальное для вашего удобства. В телеграм-канале, ребят, я сделал все по инсайдам. Когда мы едем, куда мы едем. Сейчас 9-10 июля, ребят, едем снимать американские горки в Питере. Так что будет тоже пушка-гонка. С того года я вам еще видосик задолжал. Я прибыл в долину Нарзанов. И сейчас я попробую всю воду здесь, всю, отовсюду вообще попробую и скажу, вкусная вода или нет. Из какого? Номер 1, номер 2, номер 3, номер 5. Тебя. Да, 5. Так, все источники сейчас буду пробовать, все. Сероводородные, углеводородные, золотые, серебряные. Все. Добываю золото, 24 часа, челлендж, чек. Источник номер 1. Как ты узнал, что номер 1? Вот, видишь? Вот, крупники берешь? Ну. Много. Ну что, готов?
Ща, братан. Обычно с тобой только фоткаются, да? Так, поехали. Первый. Ах. Слушай, ну я не знаю, что за вкус. Железо, да, стопроцентное железо. Железо, знаешь, такое, как вот лизнул, железячечку такое. Смотри, прикол, кстати, смотри. Смотри. Пузырьки, видишь? Сразу. Прикинь? То есть вода газированная, если что. Подписчики везде, понимаешь? Вот везде. Орлик, как еще раз? Орлан белохвостый. Белохвостый орлан. Дал? Красивый, ухоженный очень. Он всегда туда куда-то смотрит? А? Всегда куда-то вперед. В бока. Либо в бока, либо назад. Палит. А это источник номер 2. И здесь напор просто как после крылышек KFC. Наберите, говорит, напиток в тару и покатайте по небу, чтобы почувствовать тонкий, струящийся аромат. Налейте, говорит, граммчиков 100, а лучше 200, чтобы было что покатать. О! Продолжение легенда. Не знаю, что там понравилось, что тут. Но здесь вот такое ощущение, как будто нет вот сильно металлического вот этого привкуса. Поспокойнее. Там более газированная была. Вот здесь вот, где бронзбойт этот, такая она поспокойнее. Идем сейчас на третий, который нам ребята здесь местные сказали, самая вкусная вода. Посмотрим, пойдемте. Короче так, я скажу тебе следующее. Что здесь на вкус и цвет у одного металлом отдает, у второго яйцами тухлыми, немытыми, у третьего еще что-то. Так что приходите, пробуйте. Все источники, вот они на одном пятаке находятся. Здесь и можно и похавать, и, я так понял, рыбку половить. Здесь, короче, ну, можно нормально зачилиться. Маленькое, небольшое местечко, довольно уютное. Прохладно, да, там было? 1 градус. Сегодня поднимались. Побывать на Эльбрусе, но при этом не попробовать настоящую балкарскую кухню, это грех. О, дружочек, ну что, балкарская кухня, приступим. Ну вот, дорогие друзья, мы и на месте. Я почему-то сразу вспоминаю передачу, знаете, «Пока все дома». Помнишь, когда я тоже всегда по гостям ходил и точил все подряд? Ну, давайте знакомиться, наверное, с хозяйкой заведения. Меня Алексей зовут. Маргарита. Маргарита, расскажите, во-первых, какую кухню мы сегодня будем пробовать? Я-то знаю уже, да, за кадром. Вы расскажите, что за блюдо и почему вот выбор пал именно вот на эти блюда. Я с удовольствием представлю вам нашу балкарскую кухню. Балкарская кухня очень древняя кухня. И каждое блюдо, видимо, вырабатывалось не десятилетиями, не знаю, но мы настолько любим свою кухню, и я думаю, что от души готовим, я думаю, что вам понравится. Первое, что я хочу предложить вам, вот шурпа. Угу. Это суп из баранины с картошкой. Очень вкусный суп, попробуйте. Сытный 100% Да, это будет. естественно, да. У нас все блюда были ориентированы, во-первых, на здоровое питание и сытное питание. Хачины. Хачины это, ну, я думаю, что это король, царь всех. Ну да. Я так думаю. Ну, попробуйте тоже. Это айран. Айран испокон веков. И, кстати, я вам скажу интересную вещь про айран. Айран это мы считаем нашим напитком, но он есть в Турции, в Болгарии есть. Почему-то вот география айрана очень широкая, так что это такой напиток. Но я хочу добавить даже то, что в принципе кухни Кавказа, вот напитки и все остальное, они очень часто где-то переплетаются. Вроде бы вот визуально да, но начинка может быть другая, может называться по-другому, но да. Везде все по-разному. То есть вот вкусы, сколько бы я разного всего не пробовал, везде все по-разному. Готовят абсолютно. И с душой, Это со своей, точно, да, национальной. Это однозначно. Ну, корни, да, у этих блюд есть во всех национальностях, во многих, по крайней мере. Естественно, шашлык. Какой же Ну, без кавказский него, да. стол без шашлыка, да. Так что я советую попробовать, я уверена, что вам понравится. И еще один моментик я хочу показать. Тузлук. Соус. Какой-то особенный, да? Да, тоже наш соус, он сделан на основе айрана. Айрана. Только Да. хотел сказать. Я смотрю, даже они Там по чеснок, консистенции. соль, перец, тмин. Мгм. Очень такой полезный. То есть все тоже, в да, принципе, да, натурально. Да.
Все такое натуральное, простое, но в то же время очень ценное и полезное. Так что приятного аппетита. Что вот это вот самое главное? Это наш Эльдар посоветовал, да. Кстати, ваш друг очень просил нас Что это такое? приготовить, чтобы вы Как каша попробовали. выглядит? Что Это это такое? называется катык. Так. По-русски так особо не выговоришь. Катык – это каша, ну, примерно, там картошка, сыр, но тоже очень вкусно. Попробуйте. Нет, ну это надо попробовать, да. Приятного аппетита. Спасибо ребята. вам большое, да. Спасибо. Ну мы приступим. И потом мы вам принесем очень вкусный горный чай, О, собранный из трав, которые растут здесь. Попробуйте. хорошо. Спасибо вам Приятного большое. аппетита. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, шурпа из баранины. Вы знаете, я уверен, в принципе, то, что блюдо будет очень вкусное, потому что хинкал, шурпа – это традиционные блюда кавказской кухни. Наверное, что-то я еще забыл. Если что, в комментариях накидайте, ребят. Как я хотел сегодня, при подъеме, говорю, вот засандалить бы шурпы. Очень сытно, очень, знаешь, такой вот прям, мне кажется, оно когда застывает, как холодец такой. Ой, большим удовольствием прям настоящий хоть баранинки поесть, потому что у нас в квартире газ, непонятно как готовят, а здесь вот, да, попробуем. Только давай без вот это оно. А я не хочу вот это вот. Какое мясо, какой бульон, соленый, не А соленый. я не хочу ничего говорить, просто слишком, ну, как бы. Приедете, попробуйте. Ну, что мне сказать? Ну, вкусно. Ну что я могу сказать? Баранина мягенькая. Нет вот этого, знаешь, когда не прожуешь, еще какой-то карусели. Ребят, вот это блюдо прям в обед засандалили, и все. И можно туда тусоваться, потому что, ну, мне кажется, вот именно реально наешься. Оно очень сытное. Очень сытное, такое жирное, хорошее, сытное, которое даст вам силу железно. А кушать здесь хочется постоянно. Вот ты мне скажи, вот что вот в Дагестане, что здесь, что я уверен, в Грозный я приеду. Вот когда вот передо мной поставят вот такой вот таз мяса, вот как вот я просто запах чувствую. И, ну, что мне сказать? Я начну с грибочка. А про шампиньоны вы знаете, как люблю. Как там с камерой сидится? Нормально? Да я уже 3 видоса сижу, нет. Да ёп! Грузия, ничего не кормят. Чего тебя не кормят? Вон тарелка стоит. Голодный А сижу. покажи. А вот тарелка. А, не будешь показывать, то же. А? Так вот макаем, смотри, в соус. Какой соус? А я не помню, как называется. А ты... А вот так вот. Я просто макну. Из айрана я помню, что делается. Ты понял, сочный. Смотри. Ребят, я не знаю, что здесь говорить. Ну как мне сказать? Что может сказать человек, который любит вот это все? Ну что мне, как мне сказать? Как приготовлено? Я ерунду есть не буду. Вот за кадром я все съем. Прям всю в рот. А ну что ты думаешь, сейчас едят? А, ну, Он как обычно. дошик сейчас заваривает, думает, какой же ты Нет, сегодня пельмени. пельмешки думаешь? Ну, А бутерброд он сделал? с маслом. Нет, с колбаской. с колбаской. Напишешь там еще. Густой такой, знаешь, прям. Второй раз пью вот эту тему. Ребят,
кто здесь живет. Вот это вот, если бы у нас вот такое вот продавалось, я бы вот такой пил. У нас настоящего вот такого нет. Второй раз пью. При учете того, что я не особо любитель всякого такого тут. Молочка могу попить, а все вот это вот остальное не особо. Хачины, да, называются, по-моему, блюда. Очень напоминают чуду. Помнишь, Егор? Да. В Дагестане то, что кушали. Но по вкусу, мне кажется, здесь будет больше картофеля в них. То есть что-то ближе к каким-то драникам, еще к чему-то. Но более жирный. 100% это более жирное, да. Прям видно по ним. Поехали. Уф, здесь прям смотри. Прям маслица, прям видно, что... Это блины? Очень похоже на блины. Они на драники похожи. Не похожи реально на драники. Ты знаешь что? Я бы сделал. Я бы взял супчик. Понял? Взял бы хачины, айранчиком бы шлифанул. Все. Потом, мне кажется, просто на полдня ты выпал и ничего вообще не нужно. Потому что все настолько сытно, жирно и вкусно. Но знаешь, в чем прикол этой кухни? Вот тогда, что я кушал, и сейчас я уверен, будет то же самое. Нет ни изжоги, нет никакой вот этой... Дайте мне мизим, блядь. Нет, дайте мне это. Дайте мне эту флюоресцентную кислоту. Вот этого нет. То есть здесь все. Ну, прям, знаешь, вот. Я дома не могу столько есть. Здесь вот эта вся тема, она прям залетает. Просто как семечки. И самое главное, я не представляю, чтобы съесть вот эту порцию, что надо сделать. Мужики, кто, может, местный, может, кто шарит, напишите, вы реально вот, ну, что, целую тарелку можете втащить? Ну, это ж просто, это целый пирог. Вкусно, сытно, прям вот сытно. И вкус прям, знаешь, прям вот драники. Почему-то мне похоже на драники. Вот что-то есть такое. Сырочек, картошечка, понял, такое? Очень нравится. Стоп, но я был уверен, что это будет лайкос. Это вот так. Подарок от Эльдара. Маленький сюрприз, который он мне предоставил. Катык. Нормально? Ну, там и звук. Ну, давай. Сейчас я тут начну. Короче, ребят, я не знаю. Выглядит как овсяная каша манная. Каша я терпеть не могу просто, вы знаете. Но нет, здесь что-то намечается сейчас. А знаешь, что намечается? Там сыр. А вот сырок я люблю. Сыр и картошка, понял? Сыр такой твердый, подплавленный. И вместе с картошечкой с утречка как всандалил тарелочку. Я не могу это объяснить. На вид ужасно, на вкус прекрасно. Просто. Блюдо очень необычное. Попробовал бы еще раз, точно, да. 100%. Может, даже, знаешь, когда в обед впадло что-то хавать, мясо там, что-то такое жесткое, вот, да? Понял? Засандалил с айранчиком, и все, и поскакал. То же самое. Безумно все сытно, очень вкусно. Прям мне понравилось. Первый раз, кстати, в жизни попробовал вот это блюдо. Очень вкусно. То есть консистенция, вот ты видишь, как такая, как пюрешечка такая. Но балдежно все заходит. Так что... Знаешь, что мята, такое ощущение, как мелисса какая-то. Ну, тут, видать, столько горных трав. Ну, что еще сказать, ребят. Я просто сижу, залипаю, ну так хорошо. Сзади каминчик подогревает мое чресло. Я сижу, честно, даже так впадло что-то говорить.
так лень что-то говорить. Сегодня целый день на свежем воздухе, и прям вот после вот этого всего, сейчас еще мы за кадром все вместе поточим. Спасибо тебе. Спасибо тебе реально за пальцы вверх. Спасибо за атмосферу, потому что, ребят, даете возможность и стимул ездить дальше, несмотря ни на что. Хочу еще больше снимать такого подобного контента, не только там смешинки разные. Покушав вкуснейшей балкарской и не только кухни, мы перемещаемся в секретное место. Инсайдики, все, как ты любишь вот это вот, понимаешь, вот это вот, где вот тут сэкономить, а где вот здесь вот, а где там, а где тут. А я тебе сейчас покажу. Секретный дом. То есть это именно для тех, кто любит тишину, спокойствие. Напоминаю, на 2-4 человека, то есть парой вот сюда вот приехать, это кайф. И самое, сука, важное, самое важное, ты вот только вышел, да, с него, и ты прямо у подножия Эльбруса. Она сразу пошла. Это канатная дорога, или как она называется? Короче, вы поняли, подъемник, короче, пошел. Вообще никуда идти не надо. И самое главное, все кафе, все рестораны, вся вообще херня находится тоже здесь. С другой стороны, зачем куда-то идти, если здесь же, так как этот дом принадлежит к ресторану, да, почему нельзя здесь же и похавать? Кстати, завтрак здесь дают бесплатно, включен в стоимость проживания. Ребят, на самом деле говорить особо ничего не хочется. Дом новый, пахнет деревом внутри. Чистота просто идеальная. Вот, ты знаешь, вот просто пойдем, вот здесь кайфанем, почилить, плазма здоровая. И просто пойдем наверх, поднимемся. А все, дом закончился. Знаешь, в чем прикол? Назад обернись. Я бы, конечно, сейчас вот так вот прыгнул, как показывают в этих, но что-то как-то неудобно. С Дианочкой приехал сюда. Тишина, спокойствие. Никто не беспокоит. Какой Тяночка? Езу. Да тихо, блядь! Я и рассказываю, он никогда у меня так и не женится ни на ком. Сидит с другом, с Сашенькой, дурачком в танки играет. Мужики нужны, да? Мужики, да, вот это. Извините. С Тяночкой приехал, похавать заказал. Вот так вот тут вышел. Там калик есть, все есть. Вот так вот вниз спускаешься. Пойдем покажу весь кайф. Сейчас поймешь. Пришел с Эльбруса, находился, нагулялся. Телевизор включил, хардплау вон там вот. Потом мне скриншот кинете, как вы здесь. Ну, здесь вы понимаете, это голова любимой девушки, которая лежит на коленях. Ну, или друга, дурака. Вот, неважно. И, в принципе, вы отдыхаете. Самое забавное, что домик этот стоит 12К в сутки вместе с завтраком. Скидон нашим подписчикам еще 10% в сутки. А теперь прикол. Дом на 4 человек. То есть, если вы сюда приезжаете компанией, считайте сами. А, ты выйти хотел? А самое главное, я тебе сейчас покажу. Туалет. Потому что я по туалету всегда служу очень много. Как говорится, ну ты понял. Хоп-хоп-хоп-хоп, чтобы как часики все работало. Смотри, Сережа. Смотри. 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 Пожилой тропический душ. Он здесь вот так встал. Ну ты понял, да? Вот это. Слушай, здесь что-то реально прям круто. Мне нравится. Вот. Здесь, короче, встал. Вот так вот, чисто вот. С утра оценил какой-то красивый. Ты можешь со мной через зеркало общаться, как киноманимый. Ты знаешь, да, оценил какой-то красивый. Слушайте, здесь, кстати, реально все дорого-богато к 100. Если что. Просто мы без шуток сюда не заходили. Это классно сделано.
Теперь тоже так хочу в доме. Ну что ж, друзья мои, день подходит к концу, как и сам наш видеоролик. Кухня, ну, как всегда, кавказская, шикарная. Очень порадовало то, что здесь есть разнообразие, в принципе, всего, чего только можно. И самое главное, атмосфера. Сзади горит каминчик, треск дров, шум воды. Все, знаешь, так тихо, спокойно, без вот этого. Вот этого, без вот этого, короче. Как вот. Ой, не хочется с тобой прощаться, а надо. Ну, что я тебе могу сказать? Пиши, как всегда, куда нам еще поехать, какую кухню поснимать. Ну и если не сложно, заведи пальчик вверх. За кадром, как всегда, остается самое важное. Самый вкусный шашлык знаете где, нет? А? Че, пацаны, может, привет кому передадите? Ну, давай. Привет, мам. Ну, что вы здесь? Вот. Еще что есть? Еще что есть? Нет? Короче, приходите, сами все попробуйте. Сюда постоянно манит. И вот у нас через несколько часов самолет, а я уже опять сюда хочу. И, наверное, в феврале мы сюда приедем. Приедем уже с большим циклом. Это и заброшки, и по сноуборду поснимаем, и, ну, ничего обещать не буду, но, может быть, что-то подумаем насчет восхождения на Эльбрус. Может быть, даже что-то связанное с прямым эфиром. Ничего не обещаю, но посмотрим. К сожалению, у нас, как всегда, времени немного. Мы показали самую-самую малую часть, крупицу этого летнего, да, Эльбруса. И очень доволен, то, что у нас это получилось. Лишний раз показали то, что за небольшую продолжительность времени и за довольно малый бюджет можно, в принципе, вместе сесть в компании, ну или там вдвоем, парой, слетать и замечательно отдохнуть. Спасибо, кто подписывается на социальные сети, спасибо, кто рекомендует наш канал. Внизу под видео делится кнопочкой поделиться. Поделиться, жмет кнопку и делится роликом в социальные сети. Вот так вот. То есть, ну, вы поняли, короче, да, спасибо. Короче, спасибо за любую вам поддержку. Ребят, делаю от души, и я очень рад, что вот такая новая тематика, новая рубрика вам зашла, потому что с каждым разом, я думаю, будет все интереснее и интереснее. Ну а в какой следующий регион мы поедем, я думаю, решите вы. Наброски на Байкал у меня есть, сразу говорю, это зима. Ну а в ближайшее время, куда мы щеманемся, сиганем, пишите в комментариях. Удачи всем, хорошего настроения, крепкого здоровья. Мы полетели.